Мы не для того сюда пришли, чтобы ты опять выкручивался, время тянул. Не надо мне этого. Ну привет, начальник. Так, подожди, еще раз. Никто из сотрудников не видел никого из совета директоров, кроме Луизы. Ладно, это интересно, я запомню. А еще также напомню, что у меня наконец появился большой скинт. Много. Какую информацию за такое сокровище даст Адмавриэль, сейчас и узнаем. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы готовы поторговаться. Да-да, теперь, когда у меня много большого скинта, купить информацию у Адмавриэля не просто-просто, а просто пипец как просто. Господи, какая тупая фраза. Короче, нам нужно лишь разрешение Малецки на телепортацию. Вообще, как я понял, не получить разрешение сейчас это не страшно, потому что погоди. Как я должен говорить с Адмавриэлем, если Малецкий не дает разрешения? А хотя... Стоп. Если я понимаю правильно, я могу прийти к Адмавриэлю в любой момент. Главное, чтобы этот момент был позже, чем мое последнее появление в Архее. Да, вот я как раз об этом и говорю. Нам не страшно не получить разрешение, ибо там ничего не поменяется. Просто представьте, вот он Синклит, а вот ветка. В этой ветке есть точка, 15 число, 10 часов утра. Я прихожу из Синклита в эту точку, потом ухожу. Следовательно, все, что раньше этого 15 числа 10 утра, мне более недоступно. Далее я сижу в Синклите 10 километров, 15, 20. Снова хочу прийти в эту ветку, и я телепортируюсь только позже. Ну, представим, что я телепортируюсь 20 числа и говорю с каким-то неотвязанным существом. Мы болтаем, обсуждаем какие-то планы, потом я ухожу, прихожу на день раньше, 19-го, и продолжаю обсуждать с ним эти же планы. Да он вообще ничего не поймет, он подумает, чё? О чем ты говоришь, блин? Это, дамы и господа, и есть парадоксы. А организация, как мы помним, не создает парадоксы. Вот так вот. Надеюсь, я хорошо объяснил. Похлопайте в комментариях, если так. Спасибо. Само собой, к Малецке я все равно попробую пройти по... Что, катсцена? Здравствуйте, человек-конь. Эй! Какого... Что за... Ты шпионишь за мной, что ли? Признавайся! Слушай, дружище, я живу койкой выше. Меня какой-то бугай только что толкнул. Я случайно свалился к тебе. Убери нож, а? Чё? Ты хоть знаешь, сколько полевых сотрудников работает в организации, а? Ну, много. А сколько раз мы с тобой пересеклись за последние километры, помнишь? Ну, пару раз было, ага. да. И ты хочешь сказать, что это просто совпадение? Да. Я постоянно сталкиваюсь здесь со всякими знакомыми, это же нормально. Ты че, меня сейчас за дурака держишь? Эй, успокойся! Да что? А, Малецкий! Ё-моё, Ло, ты в порядке? Погоди, то есть это вот так работает? Блин, знаете, что было бы прикольно? Если бы реально появилась какая-то рука, которая меня вытянула. Вот это... Ну, наверное, это технически тяжело реализовать. Да, благодаря тебе, Малецкий. Хорошо. А как ты узнал, что меня нужно вытащить? Это навык, который приходит к тебе с опытом, Ложка. Причем с опытом работы начальником. Так, я не понял. Какого черта здесь... Каспар? Для тебя я агент Малецкий, Реджинальд. Какое это будет нарушение по счету, а? Да слушай, я без премии сижу уже сотни километров, Малецкий. Я не виноват, что этот подозрительный новичок за мной слетит. О, Реджинальд, его кровать прямо над твоей. Он живет здесь. Чё? Так я не знал. Реджинальд, я же только что тебе сказал. Ясно. И как я должен был понять, что ты не врешь? Что ты сделал? Нет, Да, ты все правильно понял. Я выписал тебе принудительный выходной в 1 километр. Сходи в психотерапевтический вагон, пожалуйста. Кажется, тебя рановато сняли с таблеток, Реджи. Да, Малецкий, я умоляю, ну не надо. У меня от них голова болит. Это не дружеский совет, Реджинальд. Это приказ твоего супервайзера. Да ты... Плевать. Да.
Реджинальд с нами уже сотни километров, но последствия отвязки так и не прошли, прикинь. У него развилось сразу несколько психических расстройств. Серьезно? И ты, Малецкий, решил, что лучшим местом для новичка будет кровать над этим сумасшедшим? Ну ты чего, ну... Каким бы огромным ни был Синклит, найти верхнюю койку для штурмовика задача не из легких. Да и Реджи уже избавился от своих проблем, кроме мании преследования. У него просто очередное обострение из-за того, что у него появился сосед. Ему не нравятся изменения. Не парься. Нет, Кацпер, в смысле не парься! Он только что угрожал мне ножом! И чё? Он бы не смог тебя убить. Да, это было бы неприятно, но ты бы не умер, поверь. Ты видел, что наш стационар пустует. Это крутой перк отвязки. Нас так просто не убить. Тем более в поезде. Но, Ло, нам с тобой пора отсюда выбираться. Куда? Из поезда? Не-не-не. До этого нас ждет еще несколько десятков тысяч километров. Из Синклита. Можем отправиться в ветку. Можем? Ты хочешь сказать, что со мной пойдешь? А ты думал, после всех твоих проделок думаешь, оставлю тебя одного? Да, по некоторым меркам ты уже достаточно опытный сотрудник. Но я ошибся, решив, что ты можешь самостоятельно покидать Синклит. У меня есть ощущение, что ты знаешь намного больше, чем мне рассказываешь, Ло. И мы должны это исправить в эту же вылазку. Или мне придется писать отчет о скрытии информации. Я не могу больше убеждать организацию, что ситуация под контролем. Черт, нет. Я должен поговорить с Тадмавриэлем. Возможно, это мой последний шанс. Но, слушай, Малецкий, мы все еще не знаем, что за жидкость позволит убить Тадмавриэля, ты же помнишь? Мы не знаем, как она работает. Да, мы узнаем в ближайшие километры, не переживай. Когда работаешь с мобильными целями, важно точно их локализовывать перед убийством, да. Этим мы, кстати, сейчас и займемся. Бляха. Погоди, а как? Типа мне придется спалить, что я знаю в смысле Тадмавриэля? То есть я знаю, где он находится? Но это же буквально супер-мега палево. Я спалю, что врал Малецкий все это время. Так, ладно, мы пока не волнуемся. Нам нужен распределительный вагон. Погнали! И Малецкий... Если что, нужные координаты я уже выставил в кресло. Увидимся в Силанхве. Ладно. О, кстати, а где у тебя кресло? Покажи-ка. Окей. Кацпер. Так, ладно. Что же мне делать? Господи, я испугался. Поменять пространственные координаты, чтобы оказаться в другой части Архея. Чё? У меня ощущение, что Лолошка не справится, это будет полный бред. Отправиться в Архей, не меняя настройки. Поменять временные координаты, чтобы оказаться в Архее немного раньше. Это вот то, о чем я говорил, помните? Если мы окажемся раньше, то это парадокс. Но немного... Блин, я хочу... Да, я попробую. Временные координаты. Как это будет выглядеть? Наверное, я все равно появлюсь как-то типа позже, чем был, и все будет норм, но при этом раньше, чем Малецкий. Все нормально? Те временные координаты, да? То есть тут вроде как... Ну, да, костюм, все те же проходы, ну ничего не поменялось. Вещи в сундуках тоже такие же. Ну, получается ничего. Ладно, я не уверен, насколько верно я все выставил, но я видел несколько раз, как это делается, поэтому должно быть все нормально. Надеюсь, у меня есть хотя бы немного времени. Надо спросить у Лаи, что мне делать. О, да, кстати, а как я телепортируюсь-то? Ну, то есть, я понимаю, что у Лолошки как бы осталась искра, но... А как я к Тадмавриэлю приду? Ладно, давай все-таки Пронус. О, Лая? Лолошка, напугал. Сколько километров прошло в Синклите с нашей последней встречи? Ой, привет, не знаю, 4 или 5? Угу, а у нас прошло меньше дня. Лолошка, с временными координатами будь осторожнее. Пусть их всегда выставляет Малецкий. Блин, возможно, немного поздно для этого, Лая. Что? Подожди, ты менял координаты сам? Ну, возможно, просто... Черт. Ладно, хронологически ты все еще появляешься правильно, ничего страшного. Но, Лолошка, больше так никогда не делай. И, кстати, хоть ты немного и особенный, но... Не думаю, что ты стал бы без надобности что-то менять в настройках. Что-то случилось? Да, Лая, слушай. Я поменял временные координаты всего минут на 10, не волнуйся. И это потому, что Малецкий не согласился отпустить меня в Архей одного, а мне... Ну, мне очень надо. Тадмавриэль... Да. Хорошо. Возвращайся в бункер. Я придумаю что-нибудь. Серьезно? Ты уверена? А у меня есть выбор. Малецкий что-то обязательно заподозрит, если ты продолжишь что-то ошибаться.
Так что давай, давай. Не первый раз я тебя из передряги вытаскиваю. Иди. Главное, чтобы Стелла не приперлась. О, кстати... А, Стеллы-то нет. Она ушла куда-то. Хорошо, окей. То есть мы пишем Малу. И мне просто интересно, как это будет. Ты уже здесь? Ну давай, рассказывай. Что именно? Ну, ты же знаешь, где находится цель, правильно? Мне нужна локализация для отчета. Черт. Слушай, Кацпер, я... Ну, так, давай без вот ерунды, окей? Мы не для того сюда пришли, чтобы ты опять выкручивался, время тянул. Не надо мне... этого... Ну привет, начальник. Лая? Да, хорошо выглядишь. Не постарел. Скажешь что-нибудь? Погоди, это реально ты? Ну да. Можешь потрогать, если не веришь. А ну-ка, погоди. Это реально ты? Ну да, я. Лая, да ты хоть знаешь, что у нас в Синклите-то происходит? Ты понимаешь вообще, сколько вопросов на меня свалилось от учета, контроля, безопасников, от асы, от коллег, да даже от кадровиков? Ты можешь представить, сколько смешков я собрал от других полевых начальников? Да блин, они ж все сидели и ждали, на каком километре я оступлюсь. Лая, я всегда был самым успешным начальником. Моя группа была всегда самой эффективной. Эй, Малецкий, Нет, ты послушай, ты же была одной из лучших сотрудниц, Лая. Не, Лая, вот ложка. сейчас ты точно мне всё Блин. расскажешь. Кажется, Лая жертвует собой, чтобы отвлечь моего непосредственного супервайзера. Это мой шанс. Надеюсь, я все еще могу пользоваться магией, иначе возникнет проблема. Погоди, проверить искру? Да ладно! Ну-ка, на-ка. Реверта! А может быть, еще не все потеряно? Раз пустотная магия все еще работает, значит, я не окончательно потерял искру, да? Чего? Хотя стоп! А может быть, я именно поэтому нужен организации? Потому что у меня как раз-таки пустотная магия работает, и они об этом знали? Так, я уже на самом деле тут кое-что вижу. Вальдхар! Привет! Понятно. Так, ну ладно, тогда сюда. О, Тадмавриль! Лололошка! Я уж думал, ты не объявишься. Что ты сделал с Вальдхаром? Ничего. Я просто сделал теплые полы. Теперь он постоянно спит там. Должен признаться, держать твоего дружка оказалось намного интереснее, чем зараженных животных. Слышишь, он тебе не питомец. А, да? Ну так похож. Что, Лолошка, смотрю, ты решил, что организация тебе подходит больше, чем я? Должен сказать, эта крашеная челка не идет тебе. Да нормальная челка, ну. Забавно. Ты пришел ко мне, несмотря на то, что начал работать на этих ребят. Что такое? Никто не стал отвечать на вопросы великого и непревзойденного первого, да? Тадмавриэль, я принес тебе скинт. У меня вопросы. У меня нет желания болтать впустую. Наша сделка в силе? Смотря сколько ты принес, конечно. Ну конечно, конечно. Начинаем торговаться. Ну на, держи. Ты серьезно опять просто все это сожрешь? Да. Так и быть. Спрашивай. Серьезно? То есть ты даже не скажешь, что это много? Я, блин, синкоины на это потратил. Знаешь, мне начинает казаться, что тебе не так важен скинт, как возможность поговорить с кем-то. Что ты знаешь про организацию? Что ты знаешь про меня и ведомнию? Вот оно. Нет, Лолошка, я говорил. Этот вопрос стоит намного дороже. Но так и быть, я могу тебе кое-что рассказать, если ты взамен ответишь на мои вопросы. Что? Какие? Узнаешь потом. Просто поверь, ты обладаешь этой информацией, что мне необходимо. Это не станет для тебя проблемой. Ну ладно, но сначала мой вопрос. Такие, как ты, всегда заканчивают плохо. Что? Такие, как я? Ты... Да, такие, как ты. Ты действительно сильный мироходец, Лолошка. Иногда даже думаю, что ты сильнее моего сына. Так... Но это ощущение силы, которое досталось слишком легко.
приводит к тому, что недостойные существа становятся слишком самоуверенными. О, кто бы говорил. Что? Ты можешь что угодно говорить про меня, можешь считать меня последним мерзавцем, но мне моя сила досталась не просто так. Все, что я делал, все мои действия, они всегда были направлены на получение этой силы. Я ограничивал себя, я дрессировал свое тело и душу, чтобы получить закономерный результат. Годы, века научной работы, неустанного труда, взлеты и даже падения. Все это время я не просто работал на получение силы, я исследовал ее, Лолошка. Я никогда не считал эту силу данностью. О, господи, я его прям жестко задел. Это благо, которое я некогда создал, было результатом труда, а не беспечности. И даже когда я все потерял, я целиком создал себя заново. Тебе нравится считать себя героем этой истории. Нравится думать, что вокруг тебя одни злодеи, и ты все время ищешь меньшее зло. А ведь на самом деле настоящий злодей — это ты. Но я здесь не для того, чтобы читать тебе нотации. Ты мне не сын. Ты когда-нибудь задумывался, почему ты оказался в ведомнии? Да. Я знаю, что в ней должен был оказаться Междумирец, то есть я сам. Но Междумирец закинул меня в ведомню сильно раньше срока. Я до сих пор не знаю зачем. Бла-бла-бла. Даже в своих рассуждениях ты отказываешься брать ответственность за свои поступки. Да что ж такое, я даже не помню, чтобы я себя куда-то закидывал. Как я еще могу рассуждать, если это делал какой-то другой я? Что и требовалось доказать. Отвечай на вопрос, Тадмавриэль. За мной. Что? Я думал, мы в эту комнату. Ну хорошо, я подыграю тебе. Допустим, это разные версии тебя. Та версия тебя, которую ты называешь Междумирцем, манипулировала событиями, изменяла твою хронологию и осознанно вела тебя по определенному пути. Чувствуешь? Конечно, конечно. После твоей отвязки тебе будет еще сложнее понять, как если бы твоей брони главного героя было недостаточно. Но все же объясню. Шутки со временем опасны. Да все, хватит, Тадмавриэль! Что за броня? Что ты несешь? Так ты хочешь прямых и понятных ответов? Ну а ты как думаешь? Конечно! Хорошо, расскажу прямо. Правда, не уверен, что ты услышишь меня через толстую стену морального превосходства. С момента, как мой сын запечатал нас в Архее, а твои дружки разошлись по реальностям, ты посчитал, что можешь вершить судьбы других людей. Чего? Ты решил, что можешь нарушать баланс и равновесие в разных мирах. И ты приходить в другие миры с правилами своего. В какой-то момент ты стал настолько уверен в исключительности своей правоты, что ты посчитал, что сама ткань времени может находиться в твоей власти. Даже если ты считаешь, что это был не ты, что это был Междумирец, ты делал то же самое. Ты возвращался в прошлое с помощью памяти Искры. Думал, я не знаю об этом? Но это была не моя идея. Это была идея Джона. Конечно, как всегда ты не виноват. А ведомнее что? Ее никогда не было тоже из-за Джона? Ты переписал огромный кусок истории, Лолошка. Сделал так, чтобы фиксированная точка во времени и пространстве изначально не появилась. Ты оправдываешь себя какими-то высокими материями, стремлениями причинять добро. Но кто дал тебе такую власть? Не тебе меня учить. Возможно. Да вот только это ты постоянно говоришь о том, что ты не такой, как я. Я лучше тебя, потому что я не прикрываюсь никакими доблестными отговорками. Но знаешь, что самое интересное? Ну, давай, удиви. После всего, что ты сделал и продолжаешь делать на протяжении своей линии жизни, ты до сих пор не попал в тюрьму времени. Так это доказывает, что я все делаю правильно.
Должен признать, я бы очень хотел познакомиться с Междумирцем. Подумать только, все это есть в тебе, но ты даже не догадываешься. Увидеть того Лолошку, который дает самому себе настолько ограниченную информацию, чтобы эту непрошибаемость невозможно было разрушить. Тадмавриэль, ты даже не знаешь, я расправился с ним. Он больше не контролирует меня, тебе понятно? Я сам определяю судьбу. Конечно. Как скажешь. А вообще знаешь что? Я не собираюсь это больше выслушивать. Хватит твоих рассуждений о морали, ты в ней ничего не понимаешь. Если это все, что ты мог мне рассказать, я ухожу. Нет, подожди. Я хочу знать, как ты пережил отвязку. Вопросы задашь завтра, когда я успокоюсь. Возможно, я смогу добыть тебе еще скин-то, чтобы вообще с тобой больше не общаться. Я соблюдаю договоренности. О, какая прелесть! Наш Лолошка, кажется, впервые решил спросить себя, а не вселенную. Удачи! Риверта! О, Лолошку это прям очень задело. Так. Ну и чё? Не хочешь объясниться? О, он не пошел за мной. Это уже хорошо. Кацпер, Кстати, а где Лая? Да вот ушла. Тему не переводи, Ло. Лолошка, слушай. Я знаю, что твоя недисциплинированность — это моя ошибка. Мы с тобой с самого начала как-то легко нашли общий язык, поэтому я многое готов прощать тебе. Я впервые за все километры работы в Синклите нашел кого-то, кого могу назвать другом, а не просто приятелем. Ой, блин. И вот из-за такого неформального общения ты позволяешь себе такое, чего даже Лая не позволяла. Это моя вина. При этом я все равно вижу, да, это приносит положительные плоды. С уничтожением Тадмавриэля есть проблемы во всех ветках. Хотя вот скафандры и бункеры есть только в этой, насколько я знаю. Ты первый, кто начал думать за рамки наших привычных практик, Лолошка. И я думаю, что это из-за того, что я не занимался этим микроменеджментом. Повлияло, скорее всего, и то, что ты начал работать до отвязки. И я не мог докучать тебе постоянно. Блин. Я это все, понимаешь, говорю, чтобы подвести к мысли. Ты мой друг, и я тебе доверяю. Я знаю, что ты использовал Лаю, чтобы меня отвлечь. Я знаю, что ты сейчас ходил к Тадмавриэлю. Малецкий, Нет, ничего не говори сейчас. Ты же не думал, что у твоего супервайзера нет возможности отслеживать тебя. Я верю, что ты не рассказывал все это, потому что у тебя есть на это причины. Но это должно прекратиться. Мы должны устранить Тадмавриэля в ближайшие километры, понимаешь? Поэтому будь добр, расскажи все, что знаешь. Да, блин, Малецкий, ты такой бусечка. Не рассказывать ничего, рассказать все. Вот что такое все? Вот самое главное, когда мы видим вот это рассказать все, непонятно о чем речь. Рассказать, что установил контакт для успеха миссии. Давай вот это, наверное, это нормально. О, обалдеть! Ну ты даешь! Да, ты, конечно, раскрыл себя, но это было до отвязки от времени, да и Тадмавриэль и так в курсе нашего существования. Теперь я понял, да! Ты втерся к нему в доверие, чтобы он ничего не заподозрил. Умно, умно. Кстати, если чё, с Лай я поговорил. Она проговорилась, что беглянка из отдела учета находится с вами. Ай. Вообще я так и думал. Именно поэтому нам нужно устранить Тадмавриэля. Чтобы эта ветка наконец уже завершилась, и все сотрудники вернулись в Синклит. Я вот, знаешь, Лаю не понимаю. Не понимаю, почему она ушла, и почему жизнь в мертвой ветке ее привлекает больше, чем Синклит. Ну ничего. Этой ветке недолго осталось. Давай, пора возвращаться. Я передал Лае, что ты в эту вылазку с ней больше не пересечешься. Идем. Окей, мне даже выбора не дали. Малецкий, ты пропадешь сейчас или как? Нет. Подожди, а куда ты идешь? Ты меня типа провожаешь, да? Слушай, Малецкий, ну я тебе рассказал. Я много чего рассказал. И ты, кстати, правильно понял. Очень правильно. Ты втерся к нему в доверие, чтобы ничего не заподозрил. Да. Ну, вообще это правда. Только это не вся правда. Но мы все и не рассказали. Так, это, по-моему, твоя кровать, да? Блин. Все куда проще, чем я думал. Ну давай, наверное, к себе зайдем. Эй, ну что, красавица? Кажется, наше противостояние с Тадмавриэлем подходит к концу, да?
Знаешь, то, что он мне рассказал, как будто бы у меня была уже эта информация. Ну, точнее, были кусочки, обрывки, догадки. Но вместо того, чтобы просто склеить все это в одну картину, Тадмавриэль предложил мне, не знаю, другую перспективу, что ли. Кто я на самом деле такой? Междумирец, он и правда долгое время вел меня какими-то странными путями. Но тогда в Мисре он сказал мне, что я принял не то решение. Неужели он говорил о Ведомнии? О моем решении, чтобы ее никогда не было? Гусыня, понимаешь, я был уверен, что смогу добиться от Тадмавриэля внятных ответов. Что смогу продраться сквозь его витиеватый бред, чтобы, знаешь, вычленить что-то полезное. А еще этот его вопрос про отвязку... что-то мне подсказывает, что он просто делал вид, что знает больше, чем на самом деле. Ой. О, привет. А ты что скажешь? Что Тадмавриэль обвел тебя вокруг пальца, заставив таскать ему скин, ничего не давая взамен. Ну а если по существу, Ведомния или ее аналог Лолошка существует во всех параллельных реальностях. В своей реальности ты сделал так, чтобы ее не существовало, а в моей ты просто ее уничтожил. Тадмавриэль прав, Ведомния — фиксированная точка на ткани бытия, но все его остальные слова — это полная брехня. Слушай, я не знаком с другими лолошками, только с тобой. Даже с этим междумирцем не знаком. Но ты принимаешь сложные решения там, где другие отказываются это делать. И ты подходишь к этим решениям всегда с позиции наименьшего вреда. Да, что происходит? С каких пор ты меня поддерживаешь? Да просто бесит деды, которые одеваются круче меня. Понятно. А может быть, у тебя подсказки для меня какие-нибудь есть? Ну, на твоем месте я бы задумался, почему этот междумирец вообще тебя куда-то вел. Чего он хотел, почему перестал, и как это связано с тем, где ты оказался сейчас. Ну, Джон, это не подсказка. Это просто вопросы, новые вопросы. Чао. Конечно. Знаешь, что я думаю, Гусыня? Я думаю, что Тадмавриэль мне просто завидует. Ему никогда не стать таким классным, как я, особенно если завтра его ждет смерть. Завтра он наконец получит по заслугам за все, что сделал. За Архей, за Играсу, за Междумирку и Вальдхара. Давно пора это сделать. О, да, это сильно. Что ж, ну-то... О, господи, я ж немножко опешил. Так, что такое? Сообщение. Патриша! Привет, Лолошка. Мне тут одна рептиловидная птичка напела, что совет директоров предоставил тебе доступ к информации высшей степени секретности. Что? Подожди, а я об этом знаю? Он наотрез отказался рассказывать что-то еще? Это про рептиловидную птичку? Погоди, а кто это? Я просто хотела сказать, что ты первый штурмовик за весь мой стаж здесь, кому дали доступ к информации выше... Первого уровня? Серьезно? Третий уровень секретности запрещено раскрывать около 200 тысяч километров. Надеюсь, по их истечении ты мне все расскажешь. Вау. А вот это прям ультра интересно. Погоди, а что это за доступ? А, погоди, я понял. Птичка не подразумевается как птичка. То есть это, скорее всего, про Олли речь. Да, потому что они работают вместе, в одном кабинете как будто. Что ж, дамы и господа, кто такой Лолошка? Кто такой Междумирец? Смерть Тадмавриэля! Совет директоров предоставил доступ к информации высшей степени секретности, и, судя по всему, мы об этом узнаем уже очень скоро. Походу, Олли мне немножко проспойлерил. Точнее, Патриша. Это правда невероятно круто, и мне так в кайф осознавать, что все это связано еще с тогдашним сезоном «Голос времени». Не буду вообще сейчас делать никакие догадки, не, в жопу. Я что-то когда-то делал, потом понимал, что это все бредни. Просто смотрим, что будет дальше, и мне безумно интересно, что будет дальше. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. И это самое... у меня некоторые проблемы с речью сейчас. Я не прям четко говорю слова. И сори, ребят, сори. Типа, я уверен, это скоро исправится. Но, надеюсь, в этой серии это было незаметно. На этом, опять же, я буду постепенно заканчивать. Спасибо большое за ваши лайки и подписки. Ваш буст мотивации — это лучшая мотивация. Ну, а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и тонна информации. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.